Так, ребят, короче, в этом видео топовые нейросетки для маркетинга и продаж. Очень часто вы меня об этом просили. Делаю специальное видео под это, так как я по специальности продажник, в принципе. Поэтому для меня было легко оценить работоспособность этих инструментов. Эти инструменты вам помогут в делании карточек для маркетплейсов, заменят вам фотомоделей. Также будут инструменты, которые помогут вам в оптимизации вашего текста, создании рекламных видео, рекламных отзывов для вашего продукта про ваш сервис. Оптимизация сайтов, реклам, создание реклам. В общем, все в этом видео. Поехали. Первый инструмент Creatify AI, инструмент, который создаст вам видео, рекламу, видеоотзыв вашего продукта. Как продажник вам скажу, честно говоря, что меняются абсолютно техники продаж, вообще меняется полностью подход к продажам. И сейчас лучше всего заходят вот реальные отзывы от реальных людей, так скажем. Так вот, этот AI-инструмент поможет в создании таких видеоотзывов. Здесь есть шаблоны разных людей в разных ситуациях, в разных локациях, которые будут рассказывать про ваш продукт. Но помимо этого, этот инструмент делает вообще от А до Я полноценную рекламу, полноценный отзыв о вашем продукте. Сюда мы загружаем ссылочку вашего продукта, если у вас уже есть сайт, либо вы дропшиппер и продаете чей-то продукт, либо, если у вас пока этот продукт еще не загружен, вы также можете загрузить вручную информацию о нем. Он анализирует его и пишет свое описание к этому продукту, название товара, извлекает изображение с сайта, добавляет их сюда. Либо есть опция загрузить собственной картинкой. По рекомендации скажу, что лучше загрузить собственные картинки, то, что вы действительно хотите показать. После этого выбираете формат видео, это для ТикТока, либо это для YouTube рекламы, сколько секунд, целевую аудиторию, совет от меня, это очень важно, целевая аудитория, язык. Далее он предлагает 4 вида, кстати, очень крутых сценария, либо есть опция написать или вставить ваш сценарий вручную, после этого он генерирует вам вариации этой видеорекламы, видеоотзыва, как вы хотите, чтобы был просто продукт, был закадровый голос, либо чтобы это был человек, либо был человек на фоне этого продукта, в общем, очень разнообразный стиль. Вы выбираете, что вам нравится, и вуаля, видеоотзыв о продукте готов. Oh, absolutely. Rabbit. Home's system is like chatting with a buddy. It gets you. Set reminders, search content, all by just talking. Get yours and start the convo. Это очень круто. То есть он для вас создал абсолютно все. Создал модель, создал сценарий, подставил это, смонтировал и готовый ролик вам выдал. И опять же, что мне здесь нравится, то, что на каждом из этих шагов вы можете делать какие-то процессы вручную, то, что вам не нравится. Если вам не нравится рекламный текст, вы можете заменить на свой. Если вам не нравятся картинки, которые он извлек, вы можете загрузить свои и так далее. Благодарочка, лайк, ребят. ИИ, который действительно может вам очень сэкономить бюджет и помочь вам на вашем старте. У меня важное объявление. Все, кто заполнял анкету на мое обучение, в ближайшие дни с вами свяжется мое доверенное лицо. Человек будет писать свод этого аккаунта. Скриньте. Ник Телеграма называется WebTrinity, нижнее подчеркивание, Team. Проверяйте каждую букву и цифру ника. Остерегайтесь мошенников, потому что никто другой вам писать не будет. И следите за своими мессенджерами, потому что вы получите уникальное предложение, которого больше не будет никогда. И предложение будет действовать очень ограниченный промежуток времени. А те, кто не заполнял анкету, ждите, 14 числа будет объявление. Следующий для создания фотокарточек для маркетплейсов, для ваших веб-сайтов, магазинов и так далее, который абсолютно, честно говоря, извиняюсь, но заменяет фото моделей, либо фотографов, которые ранее это делали, потому что этот ИИ справляется с этой задачей очень классно. Не верите, посмотрите на результаты. Называется Flare AI, и здесь он работает как с физическими продуктами, вам нужно загрузить всего лишь фото вашего продукта, так и с одеждой, которую он надевает на модель. Здесь есть две опции, а эта опция, либо вы загружаете ваш продукт и вы сами пишете, какой фон вы хотите для вашего продукта, либо выбираете уже готовые фоны, готовые какие-нибудь шаблончики, заготовочки, либо дополняете первое с другим. Что мне здесь понравилось? Из всех протестированных, кстати, это сейчас нравится мне больше всего. К примеру, наша задача создать фотокарточку для вот этой бутылочки, для нашего магазина. Загружаем фото. После этого в редакторе мы пишем, что конкретно у нас за продукт, на чем он размещен, потому что он сгенерирует под него подставочку, в какое окружение и перед чем он стоит, какой фон у него. И вот такой вот результат у нас получился. Он сгенерировал дополнительные тени, он сгенерировал даже солнце, и замечаем, что оно
проходит через бутылочку. Потрясающе, классно, супер. Или вот пример с одеждой. Загружен был бомпер справа, выбирается модель, как вы хотите, чтобы ваш бомпер выглядел. И после этого генерируется модель к этой фотографии. Смотрим. И вот скажите, вы видите такое в интернете. Нужна ли вам действительно реальная девушка-модель, либо достаточно просто увидеть, как этот бомпер будет смотреться вообще просто на человеке, тем более на такой красивой, замечательной девочке. Очень приятно то, что здесь есть 100 дизайнов в месяц бесплатно, а платный тариф это всего лишь $10. Следующий инструмент — Copywriter GPT. Бот в самом чате GPTs. Их появляется очень много, а для теста кто-то тестировал, вы знаете, сколько уходит времени. Поэтому подписочка, лайк, коммент за то, что здесь вы узнаете крутые GPTs. Моя задача была найти классного копирайтера, который будет помогать с рекламными постами, с оптимизацией сайтов, с продуманием маркетинговых фреймворков. Был протестирован этот GPT на нашем сайте, где мы создаем чат-ботов для клиентов. Было протестировано, как он оптимизирует и подскажет нам про оптимизацию сайтов. Справился с этой задачей очень круто. Загружается первая страница сайта, как бы ты оптимизировал главную страницу. Пожалуйста, было написано чат-бот CE для вашего бизнеса. Он говорит: классно, хорошо, есть ключевые слова, однако, чтобы улучшить его и добавить уникальное торговое приложение, УТП, что очень важно, и конкретную выгоду для клиента, напишите умные чат-боты с ИИ для повышения эффективности вашего бизнеса. Круто, классно, протестировано, дает хорошие советы про короткое описание, про call to action, SEO-оптимизации. Он знает, что важно на каком конкретном веб-сайте, какой блог за что отвечает. У него эта информация есть. Если вы создаете сайт и вы не знаете ничего про SEO-оптимизацию, можете воспользоваться этим инструментом. Было проверено на мне, работает хорошо. Ох, ребят, следующий инструмент вам очень понадобится, очень полезный инструмент — это справочник по маркетингу. То есть здесь вы сможете найти, как другие люди продают свои продукты, что у них работает, что у них нет, какие стратегии они используют, и просто брать под себя, изменять и использовать. Там есть отделы по SEO, соцсетям, увеличению продаж, как делать эффективные лендинги, кстати. К примеру, выбираете какую-то категорию, там, карточку, и вы смотрите, как люди использовали тот или иной инструмент, те или иные ключевые слова для привлечения своих клиентов, для продаж. Какие слова они использовали, какие правильные слова нужно использовать, какие подходы в продажах. Это что-то вроде Твиттера или Пинтереста, только по интересам, только в этом случае про маркетинг. Следующий инструмент — мощнейший инструмент Make.com по автоматизации всего, от соцсетей, сайтов, ваших привычных дел и так далее. Работает по принципу разных соединенных шаблонов. То есть вообще, как происходит автоматизация, да, давайте я вам объясню. Вы берете какую-то задачу, тренируете под нее бота, чтобы он за вас это делал. К примеру, написание постов. Вы учите, в каком стиле писать, что конкретно говорить, о чем, какой стиль. Ну, в общем, вы загружаете все вводные данные. Вы тренируете бот, чтобы он это делал. Все, как только вы загружаете все вводные данные, бот обучается, бот создает, и у вас теперь есть а-ля бот, который пишет вам посты, статьи. Это называется уже, вот вы автоматизировали какой-то один процесс. Так вот, в этом приложении вы можете соединять вот этих всяких разных ботов, которые вы натренировали под определенные задачи, чтобы была вообще полнейшая автоматизация. Как я автоматизировала некоторые свои процессы, то есть создается один бот, он пишет статьи, потом, как только отправляется пост, он отправляет это другому боту, который это считывает, там, извлекает, перепроверяет. После этого отправляется другому боту, который генерирует туда же картинку, добавляет видео. После этого идет на сайт, в каком-то мере туда подключается человек, который вам надо, чтобы он это все перепроверил, и идет автопостинг. Вот так вот идет автоматизация. Так вот, в этом приложении как раз можно таких ботов создавать. Там есть очень много различных шаблонов, в которые вам только нужно подставить свои данные, да, и уже идет полная автоматизация. Кстати, про автоматизацию, полную автоматизацию соцсетей и вообще написание всего у меня тоже будет на курсе, но будет на продвинутом курсе, потому что здесь все-таки потребуются какие-то дополнительные знания. То есть вначале, когда будет скоро курс выходить, он будет про чат-ботов, которых мы создаем для наших клиентов уже на протяжении нескольких месяцев. Как только вы этому научитесь, уже будет более продвинутый курс, где будет более сложные решения. Можете изучить это сами и автоматизировать ваши процессы. Самый простой пример, который я могу привести, состоит из двух частей, из двух ботиков. Первый бот — это который отвечает за погоду, второй — это Telegram-бот. Автоматизирование процесса получения сведений о погоде. К примеру, вам это нужно постоянно знать. То есть здесь выбираете шаблон погода плюс Telegram-бот. В погоду вы загружаете ваши данные, то есть город, что конкретно хотите, чтобы он вам давал, в какое время и так далее. Первый бот готов. Он будет знать, откуда, когда, что брать информацию. Далее создаете второго бота. К примеру, это был создан бот Фазер в Telegram.
Телеграме, и к нему подключается первый бот. Все, они подключены, один парсит информацию о погоде, передает это второму, второй передает это вам. Классно, вот у вас автоматизирован процесс получения погоды. И так можно абсолютно со всем. Это я сейчас привела простейший пример, чтобы не загромождать это видео. И вот, пожалуйста, weather for tomorrow будет -3, -0,7 градуса по Цельсию. Следующее, GPT по созданию презентаций. Называется Startup Pitch Deck. Отличается он от тех же автоматического создания презентаций с нейросетями тем, что он здесь прописывает четкий тебе план, по которому тебе нужно создавать презентацию. А потом этот план можно загружать в те же автоматические программы, тот же Том, тот же Gamma, который я рекомендовала ранее. Мне очень понравился результат. Он делает реально классные, грамотные презентации, потому что очень важна презентация, а именно последовательность. На каком этапе что рассказывать. Если вы это не знаете, протестируйте вот это. К примеру, здесь была задана задача придумать презентацию по продаже курса по нейросетям. Просто чтобы вам показать, насколько он хорошо действительно разбирается в продажах. Смотрите, что он делает. Первый слайд, заглавный слайд, да, логотип, название, краткое описание. Классно, супер. Познакомить человека с этим. Второе, обзор курса. Очень круто вкратце рассказать вообще, почему стоит это изучать, да, почему стоит покупать то или иной продукт. Далее, цели и результаты, чему научатся люди, либо что они получат, если вы продаете ваш продукт. Дальше, целевая аудитория, кому подходит этот продукт, чтобы люди сразу себя узнали, да. Какие требования. Следующее, содержание, что конкретно там будет, либо что в самом продукте есть, как будет вестись обучение. Дальше, преимущества продукта, преимущества курса, отзывы. Дальше стоимость, как записаться. В общем, ребят, очень грамотно, реально по шагам расписанный план, который действительно закрывает. То есть вот этот план, он закрывает. Советую вам этот GPT, попробуйте на себе, испробуйте, особенно если вы что-то сейчас продаете или будете продавать. И следующий GPT, сразу же, я думаю, корректно сюда внести, а именно GPT, который закрывает коммерческие предложения. Называется Pitch Perfect, и он специализируется на создании уникальных отраслевых коммерческих предложений. Он может составить вам эффективные продажные тексты, которые будут отображать особенности вашей индустрии, целевой аудитории и коммерческие цели. Он может интегрировать ваш текст в продвинутые техники продаж, учитывая данные CRM для персонализации предложений и обеспечивать соответствие GDPR. И вот, пожалуйста, была профессиональная задача создания коммерческого приложения по услуге чат-ботов с ИИ для Instagram. От 900 до $2500 в зависимости от количества задач. И он создает действительно коммерческое предложение для клиентов. Если вы что-то продаете, протестируйте этот инструмент. Он напишет, расскажет преимущества, распишет все по пакетам, а вы можете уже брать это и редактировать. Следующее. ScaleNut. Ребят, классный инструмент. Сервис для улучшения SEO и контент-маркетинга. Вы можете с помощью него писать блог, статьи, оптимизировать контент для лучшего SEO-поиска, анализировать трафик, планирование ключевых слов, что, соответственно, все позволяет увеличивать трафик для вашего веб-сайта, канала, блога и так далее. Что мне здесь нравится? Здесь просто огромнейшее количество разных шаблонов. К примеру, выбран шаблон для Video Script Outline. То есть я пишу сценарий, но мне нужно знать, как лучше, на каком этапе что рассказать. Пишем название, и он здесь пишет, уже расписывает outlines, план вашего видео. По шагам. Первое, что нужно рассказать, там, введение в мир бургеров, почему готовить их дома стоит больше, чем покупать готовые. Дальше шаг первый, шаг второй, шаг третий, завершение. То есть реально классный план, по которому ты просто уже берешь и уже начинаешь писать. Или, к примеру, наоборот, вам нужно придумать название про ваше видео. И вы просто вписываете, о чем была ваша статья, либо о чем ваше видео, либо вообще о чем ваш продукт условно. И он здесь подсказывает разные, причем реально классные идеи. Вот посмотрите. Видео о том, как приготовить бургеры дома. И он представил результаты. DIY бургер мастер-класс. How to make the perfect burger at home. Tips, tricks and recipes. Названия откликаются. Если бы меня интересовали бургеры, то я бы на такое нажала. Также здесь он может оптимизировать ваш веб-сайт. Да? То есть вы загружаете сюда ваш веб-сайт, и он вам дает SEO-скоринг и рекомендации, где что лучше изменить, видоизменить, либо дополнить. Следующее. Add Creative AI. Это именно сервис для генерации рекламных креативов. Делает шаблонные фотокарточки. Условно, у вас есть ваш продукт, вам нужно создать 100 разных генераций реклам для вашего продукта, чтобы протестировать ABCD-тест. Что лучше всего заходит, как это лучше работает. Это, кстати, можно использовать как для рекламы вашего продукта, фотокарточки, если у вас салоны, магазины, продукты, что угодно, да. Также это можно использовать
делать, и для email рассылки. Ну, то есть идей на самом деле масса. Как оно здесь работает? Вы либо пишете ваш сайт, он его проанализирует, и он возьмет оттуда вас сам картинки, текст, и на основе него сделает 100 карточек. Либо вы можете заполнить сами описание, вы можете добавить свои сам картинки, надписи, и он с этого сгенерирует 100 разных вариаций карточек рекламных для вашего продукта. Здесь можно выбрать и тон, в каком стиле вы хотите, чтобы он говорил, целевую аудиторию, какой призыв к действию это должен был быть. И вот такие, кстати, классные фотокарточки он создал под наш сервис боты для Instagram с AI. То есть здесь он реально показывает примеры, как этот бот может взаимодействовать, да, логотипчик поставил, призыв к действию. И вот посмотрите 3 разных примера, которые понравились больше всего. Карточки, которые это можно либо рассылать, либо это можно вставлять в телеграм-каналы, либо на сайты помещать, какие разные вариации этих ботов, как они вообще работают. Что мне здесь понравилось, что здесь можно выбирать размеры этих карточек под разные соцсети, в разных стилях. Помимо карточек, здесь также можно генерировать идеи для постов. Он может здесь сгенерировать сам пост, под него текст, фото, реклама вашего продукта. То есть это реальная автоматизация. У вас есть один ваш продукт, у вас есть фото продукта, но вам нужно протестировать разные гипотезы. А чтобы сделать 100 карточек, во-первых, это нужно столько креатива, времени, бюджета на дизайнера, скорее всего. Здесь это делает ИИ за вас. Возможный минус, который может быть, это то, что здесь нужно привязывать карту для того, чтобы получить 10 бесплатных проб. Ну а потом эта штука становится платной. И последний инструмент мне нравится Packaging Expert. бот GPT по анализу картинок, миниатюр для YouTube. Дает, причем реально классные рекомендации. К примеру, вот была загружена обложка с моего последнего видео, чтобы он порекомендовал, как лучше ее улучшить, как увеличить CTR, то есть кликабельность этой обложки. И он дал действительно полезные и классные советы. Что мне важно вам сказать? Чтобы вы понимали действительную работоспособность того или иного инструмента, у вас должна быть какая-то конкретная задача. И вы должны в ней разбираться, чтобы оценить работу GPTs. А если вы в чем-то разбираетесь, у вас есть конкретика, у вас есть конкретные вводные данные, поэтому вы можете грамотно оценивать тот или иной инструмент.